Приветствую вас на канале Wow Nails Design. И в этом видео мне не терпится поделиться мастер-классом вот такого нереально залипательного дизайна. И самое главное, что воплотить его сможет даже самый безрукий мастер, так как это слайдеры. Итак, ноготок перекрыт белым гель-лаком и матовым топом. Хорошо просушила и наношу капли акварельные. У меня это неоново-розовый и черный. Сохнут они на воздухе моментально, поэтому ждать совершенно не нужно. И старой кисточкой растопыренной черной гель-краской ставлю вот такие крапинки. Просушиваю их 30 секунд и наматываю черную гель-краску паутинка тоненько такими продольными движениями апельсиновой палочкой. Просушиваю также 30 секунд. Наношу базу тонко, базу для гель-лака. И сушу несколько секунд, 5-7 секунд. На недосушенную базу буду крепить вот такие слайдеры. Размоченный уже заранее слайдер переношу на недосушенную базу. Хорошенечко прижимаю пальчиками, потому что слайдеры такие достаточно плотные и жесткие. И резиновой силиконовой кисточкой буду разглаживать, приглаживать вот эту пленочку вокруг бабочки. Она тонкая, аккуратно, чтобы ее не травмировать. Хорошо пригладила, досушиваю 10 секунд и перекрываю топом. На самой бабочке топа не должно быть много, излишки я позже все равно сниму, а вокруг бабочки я стараюсь выровнять, чтобы не было никаких выпуклостей или ямочек. Старой кистью лепесток я убираю излишки топа с рифленых, с выпуклых мест слайдера, чтобы он остался объемным. Топ я просушила 30 секунд. И дальше густым топом, без липкого слоя, глянцевым, буду делать объем, наношу вот такие вот капли. Ставлю 2-3 капли и промежуточно просушиваю по 3 секунды. Если где-то мне нужно больше объема, то я дублирую эту каплю. И просушиваю хорошенько все капли 30 секунд. Следующий дизайн будет на градиенте, на белой подложечке, на белом гель-лаке, бледно-сиреневый, белое молоко у меня с шиммером и бледно-розовый. Растушевываю поперечными. Вообще делаю на ноготках я в градиент 2 слоя, но на типсе достаточно одного слоя, он в принципе в идеале перемешался. Градиент просушиваю хорошо 1 минуту и ноготок перекрываю тонко базой для гель-лака. Тоненько, ровненько сушу 5-7 секунд. И вот такие слайдеры буду использовать на непросушенную базу. Уже заранее размоченный слайдер у меня. Переношу на ноготок. В центре именно белый фон, чтобы вот эти часики, серединка их, не была затемнена. Если это будет цветной, то, возможно, будет просвечиваться, будет не тот уже результат. И резиновой силиконовой кисточкой хорошо приглаживаю. Прижимаю, приглаживаю хорошо, но аккуратно. Просушиваю 10 секунд. А по контуру я решила добавить вот такую окантовочку белую растушеванную. И обвожу белым гель-лаком. Кисточка у меня такая двоечка, достаточно широкая, не сильно тонкая. Обвожу сначала весь ноготок по периметру. И затем уже топом буду растушевывать. Топом как бы растушевываю, размываю этот белый гель-лак. И получается такой ровненький переход. Просушиваю дизайн 30 секунд. Вокруг слайдера перекрываю хорошо, выравниваю, чтобы не было ни вмятин, ни бугров никаких. По слайдеру стараюсь, чтобы топа было поменьше. И вообще лишний топ снимаю кистью, чтобы вот эти рифления, выпуклость слайдера осталась. Чтобы он такой все равно имел вот этот объем, чтобы топ его не выровнял. И просушиваю топ 30 секунд. Я решила себе усложнить. Мне нравится вот этот эффект матового и глянцевого. Вокруг слайдера я перекрываю матовым топом. Широкой кисточкой наношу, чтобы не было нигде проплешин. Самое главное, хорошо прокрасить. Топ глянцевый под матовым не до конца просушен, чтобы матовый не сползал с него. И тонкой кисточкой дорабатываю, где широкого у меня не получилось прокрасить. Дорабатываю и хорошо просушиваю матовый топ. Далее густым топом без липкого слоя или густым гелем
Ставлю капли, наставляю по нескольку капелек и просушиваю там по 3-5 секундочек. Если это пальчики мы чередуем, то в принципе не нужно заморачиваться. А если это на одном каком-то пальчике, 3 секундочки достаточно, чтобы гель схватился. И дублирую вот эти все выпуклые места, наставляю капли. Если где нужно мне чуть больше объема, я дублирую капли. И хорошенько все капли просушиваю 30 секунд. И затем буду выкладывать бульонки. Бульонки я перемешала в том же густом топе без липкого слоя. Сначала у меня крупная одна будет бульоночка. Как бы имитация такой цепочечки, что ли. Как будто это подвесочка у нас хрустальная такая. Сердце из цветов хрустальных и часов. Дизайн готов, досушиваю 30 секунд. И следующий дизайн также на градиенте, бледно-розовый, песочный и бледно-голубой. Сначала разметающими движениями поперечными перемешиваю между собой гель-лаки. На видео уже в идеале он получается. И затем все же такими стягивающими движениями выравниваю градиент до идеала. Хорошо просушиваю градиент 1 минуту. Наношу тонко базу для гель-лака. Тоненько, ровненько, стараюсь, без проплешин. Подсушиваю 5-7 секунд и буду использовать слайдер с предыдущего дизайна. Размоченный слайдер переношу на недосушенную базу. Хорошенечко прижимаю. Если какие-то мусорники, естественно, убираем. И резиновой силиконовой кистью хорошенько прижимаю, разглаживаю, чтобы нигде не было складочек. Все хорошенечко разглаживаю. Важно, чтобы он не оттопыривался нигде и хорошо был приглажен. Просушиваю 10 секунд. И дальше стемпинг гель-краской белой прорисовываю такие тоненькие полосочки. Кисть у меня для тонких линий страйпер от Юлии Белей. И гель-краска для стемпинга получается очень сочно, четко, тонкие линии. Если это какие-то другие краски, как правило, это будут такие полупрозрачные линии, их приходится дублировать или что-то. То есть сильно тонкие, четкими не получается. Просушиваю их хорошо 30 секунд. И буду использовать вот такие вот блесточки золотые, такое благородное золото, спокойное, не желтое. Наношу у листиков, у нашей розы поплотнее и как бы так растягиваю, прям, чтобы они исчезали уже к свободному краю. Также делаю и над розой. Сначала плотно и затем растягиваю. Блесточки растушевала и просушиваю 30 секунд. Перекрываю весь ноготок топом без липкого слоя глянцевым. Выравниваю вокруг слайдера, вокруг розы. А на розе, на самом слайдере, снимаю лишний топ с выпуклых всех мест. Кистью аккуратненько снимаю лишнее. Обтираю и просушиваю топ 30 секунд. Затем густым топом глянцевым без липкого слоя наставляю капли. Ставлю по 2-3 капли, по 2-3 элемента и подсушиваю по 3 секунды. Промежуточно просушиваю обязательно. Это для того, чтобы они не растекались. Если наставлю много капель, и особенно если они рядом, я стараюсь ставить их в разных концах, чтобы они не стекли в одну большую каплю. И просушиваю уже весь дизайн 30 секунд. Следующий дизайн. Ноготок перекрыт плотно белым гель-лаком, просушен. И на просушенный белый гель-лак тонко наношу базу от гель-лака. Сушу 5-7 секунд. И буду использовать вот такие вот слайдеры от Анны Ткачевой. Проверяю, что он у меня хорошо уже размок, движется. И переношу вот таким способом на ноготок. Хорошенько растягиваю, разравниваю, но главное аккуратно, потому что пленочка слайдера сама очень нежная. Несмотря на то, что вот эти выпуклые места грубые, достаточно плотный, жесткий слайдер, пленочка очень тонкая. Силиконовой резиновой кистью разглаживаю все складочки, хорошо, чтобы он прилегал, нигде не оттопыривался. Очень важно, чтобы он не оттопыривался, и разгладить вот эти все складочки. Досушиваю 10 секунд
И что делать в тех случаях, когда не хватает слайдера, а это бывает очень часто с целиковыми такими цельными слайдерами. Я просто докрашиваю эти места, подбираю гель-лак. Здесь я на всякий случай добавила и белый, если что, мне смешать. Но мой цвет гель-лак идеально подошел под этот слайдер. У меня это Эми 083, Open Air называется цвет. И я просто закрашиваю. Промежуточно можно просушить, но я не стала. Далее смешиваю белый с песочным и лимонным. Получился вот такой вот бледно-желтенький цвет, тон в тон этого слайдера. Также закрашиваю. Тут совсем прям немножечко какие-то доли миллиметра. Но чтобы покрытие выглядело идеально, я предпочитаю это все закрасить. Тонкой кисточкой все это хорошенько закрашиваю и просушиваю 30 секунд. Теперь перекрываем топом глянцевым без липкого слоя. Хорошенько выравнивая ноготок, чтобы где-то, если все же остались такие минимальные складочки, их выровнять без проплешин. И лишний топ также кистью снимаю с выпуклых мест слайдера, чтобы он не потерял свои вот эти вот объемность рифления. Да, я видела мастер-классы, где слайдер стараются обрисовать топом и сам слайдер не покрывать, чтобы он не потерял свои рифления. Я предпочитаю покрывать именно топом, потому что так носится в идеале практически 100% такие слайдеры носятся. Итак, топ просушили 30 секунд и густым топом наставляем слайдеры. Я наставляю по 2-3 капли, стараюсь их ставить в разных местах, чтобы они были дальше друг от друга, чтобы они не стеклись в одну каплю. И просушиваю по 3 секунды промежуточно. Все, капли все готовы, просушиваем ноготок 30 секунд. Следующий дизайн также будет градиент из бледно-голубого и такого бледно-лимонного, выбеленного лимонного цвета. Сначала поперечными движениями и затем такими вот стягивающими движениями, стежками. Размешиваю уже градиент в идеале, чтобы не было никаких на нем полосочек. Лишнее с свободного края я убираю и хорошо просушиваю градиент 60 секунд. Далее базы, тонко, базы для гель-лака, прокрашиваю весь ноготок, тонко, без проплешин. Подсушиваю базу 5-7 секунд и переношу размоченный слайдер. Проверила, если он двигается, значит он уже хорошо размок. Переношу на недосушенную базу, хорошенько приглаживаю, прижимаю, чтобы он нигде не оттопыривался. Разглаживаю эту пленочку резиновой кистью, силиконовой, резиновой. Хорошенько, аккуратно. Пленка этого слайдера очень тонкая и можно легко травмировать, поэтому сильно не давим, слегка, но главное хорошо пригладить слайдер, чтобы он не оттопыривался и не было нигде складочек. Складочки разгладить. Сушим 10 секунд. Дальше наношу топ без липкого слоя, просушиваю 30 секунд и наклею от Lucky Stickers. Мне очень нравятся вот такие вот мелкие надписи. Как-то вот мне прям здесь не хватало надписи. Приглаживаю также резиновой кисточкой. Это наклеечка. Это не слайдер, он не размачивается. И дальше все перекрываю топом, выравнивая хорошенько. И излишки снимаю кистью. Где выпуклые места, излишки снимаю и просушиваю ноготок 30 секунд. И дальше все как обычно, как и в предыдущих дизайнах. Наставляю капли по 2, по 3, стараюсь в разных местах, чтобы они не стекли в одну большую. Просушиваю промежуточно 3 секунды. Если где-то объема мне не хватает, я дублирую эти капли. Ну и на этом все. Наш нереально залипательный дизайн готов. А самое главное, он очень простой и легко выполним. Эти хрустальные бабочки и цветы – это вот просто какое-то сумасшествие. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки и не забывайте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. А также очень рада обратной связи и вашим пожеланиям. И до новых встреч!